Я приветствую вас, мои дорогие друзья, представители знака зодиака Стрелец на канале Таро Инспирационе. Таро прогноз и старинный цыганский пасьянс. Что спешит в вашу жизнь? Со дня на день. Так вот давайте узнаем, что же вас ждет в ближайшие дни. И, конечно, рассмотрим значение выпавших карт с позиции позитивной психологии, ну и здравого смысла. Куда же без него? И у нас в одном раскладе прогнозе два. Вначале у нас карты старинного цыганского пасьянса, которые и расскажут, и покажут, какие же события ожидаются. Чего же ждать на самом деле? Что вам по судьбе? Итак, что же там случится для вас, мои дорогие, любимые стрельцы? Какие? Ух, у нас вообще-то какие сказала, да? А вот тут что-то интересное у вас. Буквально, может быть, в ближайшие дни. Либо вы кому-то в гости, может быть, и к вам гости. Бокалы– это гости, так прописано в пасьянсе. Но это может быть просто даже какая-то важная встреча, важные договоренности. Ну, давайте узнаем, что нам тут еще расскажут. Тут буквально что-то спешит в вашу жизнь. Может быть, и человек спешит с вами на контакт. Какой-то важный разговор. Может быть, и вы хотите с кем-то поговорить, и уже все же, когда выпадает бокал, тут могут быть или, ну, как преднамеренные какие-то преждевременные договоренности. Но, кстати, я ведь не исключаю, что, ну, вы можете встретить у нас период с вами такой, когда появляются экс-персоны или те, которые когда-то были в нашей жизни. Посмотрите, голубь– это благополучие. Когда благополучие выпадает, всегда можно смело сказать, даже если что-то в эти дни там переворачивается с ног на голову, поверьте, все встанет на свои места, все как-то определится. Ну, благополучие, оно и есть благополучие. Прочный союз. Ну, у кого-то деловая встреча, а почему нет? И прочный союз, который касается либо работы, может быть, это для кого-то из вас даже корпоратив какой-то, да, или, ну, какое-то мероприятие именно по вашей работе. Хотя у кого-то это прочный союз будет говорить именно и о личной жизни. У каждого здесь по-своему перекладывайте на себя. Семейное счастье. Ну, вот, наверное, для тех, кто в паре, для тех, кто человек семейный, или пусть вы даже один или одна. Тут у вас по жилью, может быть, буквально подкова семейное счастье, такое значение. Но благополучие в доме, мои дорогие, ну это, наверное, в наше время очень емко. Но как-то более по-доброму, так взаимопонимающе будут складываться с домочадцами, я могу сказать, контакты. Но для тех, кто один или одна, или, может быть, вы встречались, была какая-то дружба. А здесь вы можете о более важных вещах начать говорить. И я такое допускаю. Итак, что мы уже все видим. Смотрите, у вас роза выпадает, любовь. А ведь и правда любовь, личная жизнь. У кого-то выйдет на первый план. Может быть, это даже и недавнее знакомство. Я такого тоже не отрицаю. Все-таки мы все разные. И посмотрите, тут у вас, правда, ближайшие дни, они именно благополучием наполнены. Благополучие, когда якорь выпадает, да, это надежность, уверенность в дне сегодняшнем, в дне завтрашнем. То есть тут все так складывается неплохо. Что мы можем еще соединить? Напоминаю, в нашем пасьянсе в крайних рядах карты тут тоже по горизонтали и по вертикали, правда, мы можем соединять. Что же тут нам еще рассказывают? А вы вот смотрите, вы будете тревожиться. Вот скрещенные мечи– это не есть что-то материальное, что мы осязаем, а это наше внутреннее такое состояние напряжения или вот тревога, сомнения. Ну так не сомневайтесь, вот вы можете думать, например, получится осуществить какой-то вопрос, получится у меня там с важной персоной договориться. Получится, мои дорогие. Ну нам вот только об этом и говорят. Должна сказать, я не вижу больше совпадений. Вот давайте мы с вами продолжим наш прогноз Таро. Так что же спешит в вашу жизнь? Буквально, что придет в вашу жизнь? Достанем такую карту. Ну и, соответственно, что уйдет. Не обязательно, что это что-то, кто-то уходит. Возможно, вы какое-то до ума дело доводите и уже, ну, как и порядок в своей жизни наводите. Уже знаете, что есть вопрос, вот да, я его завершил, больше к этому не возвращаюсь. И следующая карта, что же будет продолжаться, что будет дальше? Ну, причина и следствие.
Достанем обязательно такую карту. Чего опасаться, за какое дело не браться? Словом, где быть осторожным? И вот последнюю я хочу назвать так. Чего вы сейчас не видите, не предполагаете, но это нужно услышать. Это как вот совет от карты. Итак, что же там придет на ваш порог? Мы рассматриваем только в прямом значении. Карта повешенной, что придет? Какая-то зависшая история. Ну хорошо. У меня колода перевернута, поэтому все перевернутое. Окей, давайте перемешаем для ясности. И нам тут говорят не совсем о новом, а о том, что продолжается какое-то ожидание. Ну, может быть, в ближайшие дни, пока вот, да, вы с кем-то встретитесь, к примеру, да, или пока состоится важная беседа. Так вот, что же придет? А вот выход, наверное, из этой какой-то запутанной истории. Или из-за того, что у вас долгое время стояло на паузе. Для кого-то из вас получение документа важного письма по тузу Пентаклей– это всегда возможность. Иногда, мои дорогие, документ. У кого-то денежки задерживались, вы их получите. Точно, денежки получите. Вот если мы говорили семейное счастье, благополучие, королева Пентаклей– это та, которая любой бардак может свести к порядку в конечном итоге. Та, которая умеет сказку сделать былью. Ну, может быть, и правда, близкий человек. Ведь это где-то ближе карты к императрице, к статусной карте. Очень часто это именно партнеры, супруги. Ну и по полу карту мы не рассматриваем, поэтому мужчины, девочки, перекладывайте здесь на себя. Для девочек это, конечно, больше будет ну, ваши какие-то задумки, что вы дома там хотите, может быть, изменить. Потому что, ну, есть такой момент, что я могу допустить, вы тут благоустраиваете, иначе благополучие ж выпало, да, с семейным счастьем. Ну, может быть, и важные разговоры, кто-то ждет гостей, почему нет? Мои дорогие мужчины, это важная женщина, может быть, в вашей жизни. Но это может быть близкая, родная женщина. Не обязательно там родственник, хотя этого не исключаю, а именно кого вы любите. И правда, у кого-то проиграется именно по отношениям. Но это, знаете, больше организации вот именно. Когда нет чего-то в пустоту, потому что королева Пентаклей во-первых, она надеется сама на себя. Где-то и вам карты говорят. Но, может быть, для кого-то из вас вы на что-то прежде не решались. Вот, кстати. А здесь явно решитесь. Потому что так сложились карты. Если это карта шанса, и где-то это первые действия. А вот это уже наведение порядка, организация. У кого-то это может проиграться даже работа на дому, кстати, как дополнительный заработок. Раньше не решались, теперь вы можете приступить. Или вас что-то заинтересует, все-таки две пентаклевые карты. Здесь именно уже о материализме нам говорят. То есть какая-то прежняя, ну, словно замерзшая, застывшая или история. Может быть и по работе, по деньгам. По отношениям, не исключаю. Здесь уже как будто приобретает какой-то вот именно здравый смысл и конкретные очертания. Материализм буквально. Что же придет? Ну вот смотрите, вы что-то хотите осуществить, а королева Пентаклей, она не гонит лошадей. Тут, скорее всего, она что-то рассчитывает. Она, в принципе, сама не настроена на то, чтобы себе какой-то кавардак скоростной устроить. 2 карты у вас уже говорят о том, что и раньше был какой-то либо застой, либо путаница, либо вопрос не решался. Ну и вот, к примеру, деньги, да? И третья карта денежная. Но явно деньги не на последнем месте. Вот что придет. Вот деньги как будто приходят. Но иногда семерка Пентаклей может говорить, что следом могут быть задержки. Вы знаете, тут может быть, смотрите, еще такая ситуация у кого-то по работе. Вот, кстати, я не исключаю, что вы сами кого-то будете возвращать. Может быть. Ну, если есть такой человек, когда мы ведь тут тоже можем находиться в такой позиции, когда мы хотим быть с определенным человеком. Может быть, не прояснены какие-то взаимоотношения, вы будете стараться их прояснять. И вы знаете, тут у кого-то двояко, правда. Здесь может быть состояться важный разговор, и вы узнаете что-то очень важное, от чего вы можете как оттолкнуться. Стоит рассчитывать, стоит мне на этот вариант надеяться, или, в принципе, это
Ну, нечего ждать. Вот здесь все-таки будет момент еще и для кого-то такой, что даже по отношениям вы ждали, что человек проявится. Первое, тут вы поймете, и чего ж я жду? Нет, тут надо брать бразды правления в свои руки. И может быть, вот это какой-то очень важный вывод. Ведь мы по восьмерке кубков ищем выход, и мы его находим. Так вот, у кого-то это отношения, у кого-то работа, деньги. Ну, хочется спросить, так а в конечном-то итоге что же это придет? А вы знаете, придут умные мысли, хочется сказать. Это мы приводим мысли в порядок. По этой карте мы наводим порядок, в принципе, в жизни, дома, выбрасываем хлам. У кого-то вот будет действительно с домом, с жильем. Может быть, это у кого-то переезд, или вы готовитесь к переезду. Вот тогда тоже переложите. Тогда мы еще и обдумываем. Или дома даже, да, пусть мы, ну, собираемся какую-то генеральную уборку. Я должна сказать, что в преддверии весны или весна, самое начало, все же это у нас больше март, мы говорим, да? Какой-то старый хлам или какую-то ерунду, которую мы храним, сами не знаем зачем. Знаете, вот иногда, когда руки доходят до чего-то, начинаешь разбирать и думаешь: "Боже мой, сколько ж там всего! Не знаю зачем, но надо". И потом, наступит ли это "надо" когда-нибудь, или ты 150 раз уже забыл, что ж там у тебя есть. Или даже банально какие-то бумаги мы начинаем. Вот, кстати, кто-то в документах будет наводить порядок, может быть, правда, дома перебирать. И вы думаете, смотрите там бумаги, какие-то, может быть, письма. Прежде это важный был документ, а теперь уже 100 лет тому назад уже все сроки вышли. Или фото, мои дорогие. Вот кто-то хранит фото. А иногда смотрим на эти фото. Но я понимаю, есть те фото очень важные, когда это с нашей семьей, с корнями, с важными людьми. Но к этим фото еще каких-то 150, те, которые совсем не важны, а то и вовсе, знаете, смотрим и думаем: "А кто это вот? Вроде это я, очень давно". Я, конечно, шучу. Но, а вот рядом-то со мной кто? А вот и с этим кто и еще кто-то? Ну, вот я пытаюсь до вас донести, что у нас всегда, у каждого из нас есть что-то такое, что просится на выход. Вот вам нужно избавиться буквально от как и от ментального мусора, так и от лишних вещей. Позволить новым энергиям войти в вашу жизнь. Позволить, мои дорогие стрельцы, понимаете? Так что же там уйдет? Ну, как-то так получилось. А вот как так получилось? Дайте... Да, почему-то я перевернула, и все равно все перевернуты. Ладно, это у нас следующая позиция. Вот смотрите, я вам скажу, что уйдет. Уйдет желание кому-то что-то доказывать. Уйдет желание настаивать на своем, как ни странно. Уйдет желание наступить на горло собственной песни, а кому-то сделать хорошо. Уйдет желание кого-то поставить на первое место, а себя, ну, как минимум на второе. Может быть, вот эти важные встречи, беседы, прояснение каких-то вопросов, будь то в отношениях, будь то по работе. Вот вам как будто, ведь это всегда карта критического мышления, что уйдет. Конечно, мы можем и замечтаться, почему нет? Поэтому зрите в корень, что называется. Не упускайте свои какие-то важные позиции. Ну вот, кстати, у вас денежная карта на дне. Перевернула проверить. И девятка кубков — это о деньгах. Вот поэтому что уйдет? Вот здесь, вы знаете, мы не должны потратить деньги. Где-то снова нам карты говорят об этом. Так а что же это уходит? С чем это связано? Ух ты, тут у кого-то могут быть такие наметки, цели, когда вы хотите поменять работу, хотите поменять сферу деятельности или будете добавлять какой-то новый дополнительный доход. Я вот, кстати, не исключаю, что вы пересмотрите проекты и что вы вчера еще считали абсолютно точно, ну, прогрессивным для себя. Здесь вы увидите как с новой стороны или с каких-то новых позиций. И вы можете, я такое допускаю, как будто оставить то, что, в принципе, ну, и еще будет от вас требовать много сил, но не принесет никакого толка. Или когда принесет мало денег. Вот правда, такой жизненный экзамен. Вот как будто уходит ожидание, мои дорогие. Часто это вот по этой карте альтруизм, кстати. Тот альтруизм, вот, внимание, все то, что я говорила, давайте разложу по первым картам. Не случайно вам все-таки выпал аркан повешенный.
Пусть не в всех колодах, но тем не менее такое значение присутствует. Королева кубков — это, знаете, такая безусловная любовь, безусловное доверие и альтруизм, который доходит до какой-то своей высшей квинтэссенции, когда переходит в самопожертвование. И мы с вами знаем, карта жертвы. Когда мы оказались в каком-то тупике, потому что кому-то безоговорочно верили, или в кого-то верили, или кого-то ждали. Вот понимаете? Вот поэтому ожидание какое-то уходит. Какие-то, может быть, несбывшиеся надежды или какая-то даже искренняя вера. Вот у кого-то из вас может так, когда вы пересмотрите либо по работе, я не исключаю по отношениям. Если вы очень вкладывались во что-то, да, то потом наступает ясность. Мы понимаем, что мы зря потратили куда-то много сил, и это будет вами изменено. Ну, как вот я так делаю сегодня расклад? Ну, видимо, может быть, так задумано высшими силами. Так вот, что уходит? Пусть уходит, правда, мои дорогие? Посмотрите. Прошлое пытается от вас оттолкнуться. Мы знаем, тройка мечей всегда это как карта разочарования, предательства, ну или, ну, какой-то очень сложной, тягостной истории, которая она уже завершена. Она просто подзастряла в вашей душе. Самое главное, что нам хотят сказать: тебя там нет, тебя в прошлом уже нет. Пока ты хранишь какую-то свою историю, куда ты, может быть, много сил потратил, много времени, может быть, и на отношения, или на какой-то даже проект, именно который касается творчества, личного дела или работы. Вот теперь, тем не менее, тройка — это всегда карта будущего. Поэтому нам художник прорисовал так четко. А вот эта аффирмация, да, макет сердца и как 3 меча пронзают этот макет 3 жирных точки над каким-то прошлым. Надоел вот этот бесконечный дождь, когда ничего не меняется. Человек, обратите внимание, так художник и передает, как будто он долгое время здесь находился, именно возле окна, наблюдая вот этот бесконечный дождь. Ему надоело, вот попросту, по-человечески. Ему надоело. Может быть, главный вопрос: доколе я буду это терпеть, а зачем мне это все нужно? Вот, например, так. Бросил все как есть, просто встал и вышел. Вот уходит какая-то очень не совсем веселая история. Ну и на смену это вот уже что будет продолжаться или что будет дальше. Конечно, нулевой аркан — это начало новой жизненной эпохи, это как жизнь с чистого листа. Это, знаете, больше жизненных сил. Это, конечно, больше вдохновения. По этой карте идет и возможности. С одной стороны, это, знаете, как какой-то квантовый прыжок, прыжок в неизвестность. Но для этого у вас что приходит? Приходят и новые идеи, приходят и какие-то возможности, безусловно. Единственный момент — мы как будто споткнуться не должны. Мы должны наблюдать, куда же мы идем. Так что же будет дальше? Десятка кубков. Вопросы дома, вопросы семьи, вопросы благополучия, но в каком-то новом ключе. Новые возможности. Хоть, конечно, эта фраза такая, она вся замученная, да, новые возможности, но у вас, правда, возможности, шанс и снова с учетом нулевого аркана. Тут как совершенно какая-то новая история, новый интерес. Или знаете, как отмахнуться от чего-то прошлого, то, что вот вас действительно мучает, но не приносит ни толку, ни логики, ни смысла. У кого-то во взаимоотношениях все-таки я не исключаю. Даже если в вашу жизнь кто-то возвращается или вы пытаетесь кого-то вернуть, все же продолжение для кого-то будет следовать. И я не говорю, не заявляю, что абсолютно для всех, но в этом тоже есть благо. Наверное, вот этот бокал, который у нас вышел вот именно в пасьянсе, будет говорить о том, что вам что-то нужно прояснять. И вот эта ясность, она вам дает как и выход из какого-то застоя, так и помогает распутать Гордиев узел. Значит, какие-то беседы, контакты, они вам во благо. Да, конечно, замечтаться мы тоже не должны, но, наверное, какие мы для себя приоритеты поставим, тех мы и достигнем. Давайте мы узнаем, а чего же опасаться, к чему, может быть, ну, так отчасти приготовиться, быть настороже. Ну, а за какое дело и не браться тоже. Да что ж такое сегодня интересный расклад.
Вам, наверное, все карты не случайно нулевой аркан. Точно какой-то прыжок в неизвестность. Вы какое-то важное решение будете принимать. Потому что ведь, да, перед каждым раскладом я несколько раз перемешиваю колоду, я все мешаю. Но вообще таких ляпсусов у меня не бывает. Но вот именно с вами. Вам хотят сказать, что есть действительно какой-то хаос перед началом творения. В некоторых колодах нулевой аркан именно так и называется. То есть пока там какой-то порядок отстроится. Вот пока еще вот много и мишуры, и еще какой-то путаницы. Но тем не менее, куда вам не надо? Вам не надо ни в созависимые отношения, вам не нужны те люди, которые вас держат словно на коротком поводке, или которые пытаются вас словно как золотую рыбку поймать на тот крючок. Ведь это всегда карта будет говорить о том, что это именно мы вынуждены где-то держать баланс, первое, потому что мы вынуждены выкручиваться из какой-то денежной ситуации. Тут действительно стабильность должна быть. Новый жизненный порядок, новый жизненный уклад, я бы даже сказала. У кого-то мировоззрение меняется. То есть то, что делает вашу жизнь путанной, к примеру, вы какие-то у вас назначены, или вы сами наметили себе именно переговоры, важную встречу с человеком, когда вы надеетесь что-то прояснится. Так вот, вы сами не позволяете себе где-то соскользнуть либо на эмоцию, хотя на эмоцию, может быть, вы и не соскользнете, но, мои дорогие, вас можно словно купить на импульс. Стрелец быстро загорается, особенно когда этот чей-то импульс откликается в вашей душе, как какой-то ваш проект, задумка, но, может быть, по которому не было возможности осуществить. И нам кажется: ох, класс, это вот прямо то, о чем я думала или мечтала. А на самом деле, нет, тут у человека будут свои планы. Поэтому то, что ненадежно, мои дорогие, то, что как в рамках интересов кого-либо. А интерес, как известно, сегодня есть, а завтра пойди поищи. Он пропал или изменился. Вот для вас надежные, искренние люди. То же самое касается и по части денег. Когда вы понимаете или более какой-то стабильный доход, может быть, это у кого-то пересмотры дополнительных методов заработка для того, чтобы что-то стабилизировать, но как будто себя не вернуть в какой-то прежний минус. Вот этого опасайтесь. Как и людей, опасайтесь конкретно. Вот я вам скажу чего. По аркану Луна любая мутная история или мутный человек. Или еще один момент, я часто говорю. Когда вы оказываетесь в толпе, есть такое выражение «меня несет толпа», поверьте. Это небезопасное состояние. Вам в другую сторону. И если вы находитесь в коллективе, да, вот как фраза, двое как будто дерутся, ссорятся, а виноват всегда третий. Не выступайте для кого-то третейским судьей, но точно не в ближайшие дни. Наоборот, увильнуть, уйти от каких-то распри, остаться, мои дорогие, в нейтральном положении. Вот для вас это будет важно. Вот нейтральное, пожалуй, положение и этот баланс, он если присутствует, то он касается как гомеостаза вашей души. А чего же вы не видите? Вот теперь точно я вижу, что надо было вот так смотреть. Чего же вы не видите? Ну, вообще-то это ваша карта, но это нужно услышать. Вот так вот в целом и кратко. Вам придется анализировать информацию, много работы с информацией, и она будет самая разная, такая разношерстная, многоликая. Готовьте, что будут и фейки. И о себе мы много не говорим, соответственно. И второй момент, королева жезлов– это та, которая умеет правильно распоряжаться с деньгами. В принципе, мы с вами где-то об этом уже говорили. Так ладно, тогда что же нужно еще вам услышать? Самое время сказать: "Я сделал все, что мог". И есть, значит, какая-то тема, лично ваша, когда вы должны себе сказать: "И я сделал все, что мог". Вот смотрите, вам нужно услышать, что совсем скоро вы будете еще какой-то выбор делать. Совсем скоро придут еще какие-то вести, новости. Вот то, что на ближайшие дни, тут явно будет что-то продолжаться, но по пажу жезлов больше, конечно, дела, работа, бизнес. Или пусть дела домашние, или, дела у кого-то с детьми, может быть и так. Но тогда я должна сказать, вам нужно как правильно свои приоритеты расставить и одновременно не включиться в те вопросы, дела. Все же королеву жезлов что делает сильной? То, что она многократно какие-то грабли находила.
Но это как магами не рождаются, магами становятся. И ведь это прообраз сильного человека, очень ресурсного, притягательного. Ну и вот, наверное, как вы сами, мои дорогие. Но не все на эмоциях. Посмотрите, здесь карты, несмотря на то, что жезлы, важные решения, конечно, жезлы, или документы, или вопросы работы, денег. Но здесь вот не может по девятке жезлов продолжаться так, как прежде. Или какой-то метод ваш уже точно не работает. Наступает время, может быть, кстати, и приготовьтесь к этому. Кто-то пойдет на курсы. Но если не буквально в ближайшие дни, значит какая-то конфигурация событий сложится так, что потом вы поймете, что нет, может быть, мне не хватает знаний. Так вот, королева жезлов учится себя сохранять, защищать по-новому. И это не говорит, что она включается быстро в какой-то вопрос, она своими делами занимается. И даже если, ну, даже из каких-то лучших побуждений, благородных побуждений, вы хотите кому-то помочь, то здесь как будто вы можете получить прежний результат. Будьте внимательны. Не надо пытаться войти в реку дважды. Что вам нужно услышать еще? Ну вот, все то, что я сказала, в какой-то правильной конфигурации, в пересмотре. Когда, если вы видите, что как игра стоит свеч, ну тут не имеется в виду игра, тут скорее с учетом всех карт какой-то математический просчет. Имеется в виду просчитать, да? И не ошибиться как раз. Одна из лучших карт в колоде на деньги и на работу. Поэтому у кого-то из вас может, конечно, стоять вопросы работы, занятости или дополнительной занятости. Но и если мы говорим даже в отношениях, то тут тоже карта настойчивости в любом случае. Карта терпения. Над отношениями тоже нужно работать. А не так, что мы как будто как победители, да, все вопросы решили и можно успокоиться. Нет, продолжай, стрелец. Или ты победишь, или у тебя не хватит терпения. Вот так. Вот это, наверное, нужно услышать. Перекладывайте на себя, мои дорогие любимые стрельцы. А я благодарю вас за ваши добрые искренние комментарии, за то, что вы смотрите мои видео. Оставайтесь со мной. Подписывайтесь на мой канал, читайте мои публикации. Все ссылки я оставлю в описании под видео. Подписывайтесь на телеграм-канал. Буду вам искренне рада. А я вас люблю, и вы. Будьте счастливы, будьте любимы всегда.